Ребят, всем привет! Как вы можете видеть, добрался я опять до мотосалона. И это значит, все-таки будет обзор на Гималайца 450. В общем, новый мотоцикл, который. Вот. Сейчас нереально жарко. Я, наверное, подожду еще немножечко, подготовлюсь получше. И в планах у меня поехать не просто по городу покататься, а я нашел здесь специальный эндуро-парк. Ну и там немножко прокачусь. Как раз не было дождей, и там довольно сухо. Я уже побывал там. Покажу вам видео, что да как. Вот. И немножечко потестируем по бездорожью, потому что, мне кажется, неправильно тестировать эндуро-байк на асфальте. Вот он меня уже тут дожидается. Мне уже выдали его. Но нужно, как говорится, перекусить, отдохнуть и уже с полными силами ехать, тестировать и смотреть все. Вот. Ребятушки, одна большая просьба. Пожалуйста, кто не подписался на канал, подпишитесь. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравится. Если не понравится, тоже поставьте. Все-таки YouTube продвигает таким образом весь видеоконтент. Вот. И еще одна важная новость. Появился телеграм-канал. Пока там ничего нет, но я уверен, что будет все появляться. И он позволит нам проще общаться друг с другом. Потому что общаться в комментариях – это довольно проблемная штука. А там, я думаю, этот вопрос как-то будет попроще решаться. Тем более, что очень много моментов возникает по каким-то отдельным, там, я не знаю, там, по сцеплению, там, по коробке или еще что-то. Какие-то вопросы возникают. И вот искать и отвечать это все в комментариях довольно проблематично. Или, например, для этого какой-то создавать отдельный ролик на ответ тоже не совсем правильно. Придется долго ждать, пока там саккумулируется много ответов. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал тоже. Не будет лишним. Все. Спасибо огромное. Приятного вам просмотра. Итак, я выдвинулся в сторону эндуро-парка и как раз решил потестировать мотоцикл в городских условиях, на асфальте. Ну и как он себя ведет на трассе тоже. Вот. Должен отметить, что посадка довольно высокая, хорошо все видно. На своем мотоцикле я такой обзорности не имею. То есть ты смотришь, получается, поверх машин, даже высоких машин. А если привстать на ноги, что делать вполне комфортно на этом мотоцикле, то можно вообще проследить обстановку на дороге далеко вперед. Относительно звука мотоцикла довольно ровный, не очень шумный звук с небольшим свистом. Но вот на низких оборотах почему-то появляется очень неприятный звук, как будто бы шум каких-то клапанов. В общем, довольно такой тарахтящий звук, что мне очень не понравилось. Грипсы руля и зеркала находятся значительно выше зеркал автомобилей, поэтому маневрировать в междурядье становится очень удобным и нет риска задеть случайно в узких местах зеркало автомобиля. Вот. Но по поводу зеркал хочу отметить, что мне показалось, что обзорность в них не такая хорошая, как в моих зеркалах от классической модели. Они тоже круглые, но размер немножко меньше, и вот эта вот сферичность как будто бы менее изогнутая, от чего обзорность становится менее такой выраженной, что ли. Хотелось бы также отметить приборную панель. Она выполнена в виде одного графического экрана, очень контрастный, очень понятный. Все датчики отображаются и читаются довольно легко. При любом освещении, ярком или тусклом, все хорошо читается. В дневное время он имеет вот такой белый фон, а в темное время суток переключается на обратную контрастную модель с черным фоном. И все прекрасно читается и при этом не слепит в темное время суток. При передвижении по асфальту подвеска мотоцикла мне показалась довольно жестковатой, примерно такой же, как на моем мотоцикле.
Но при этом, когда колеса попадали в какие-то даже глубокие ямы, либо наоборот там бугры, вот, подвеска их очень грамотно обрабатывала, и ничего не передавалось вверх на мое тело, можно так сказать. То есть меня не подкидывало, не было какого-то ощущения, что колеса теряют сцепление с дорогой. То есть довольно грамотно обрабатываются крупные кочки, но при мелких неровностях все равно все это как-то ощущается. Тем временем я добрался до эндуро-парка и уже перемещаюсь на саму площадку. И вот здесь произошло следующее. Я заглох. И это, надо сказать, происходило не один раз. А все почему? Потому что двигатель каким-то странным образом работает на холостых оборотах. Вообще на низких оборотах странно работает, практически не имея никакой мощности. То есть любая нагрузка приводит к тому, что он глохнет. То есть перед тем, как отпустить сцепление, минимально нужно поднять обороты двигателя. Очень, как мне показалось, нестабильная работа двигателя на низких оборотах, вообще нет никакой тяги. При этом всегда нужно, получается, его обязательно подкручивать, хотя бы там до 3, может быть, до 3500 оборотов. И дальше уже можно работать со сцеплением. Еще один момент забыл сказать, это про ветровое стекло. Оно какое-то очень маленькое здесь, на мой взгляд, ущербное, и непонятно, какую роль играет, потому что совершенно никакой ветрозащиты оно не предоставляет, разве что защищает саму приборную панель, и все. Если рассматривать этот мотоцикл для дальних поездок, нужно задуматься над тем, на какое стекло можно поменять. Вот это родное маленькое, там есть 4 болтовых крепления, наверняка какие-то уже опции предусмотрены на этот счет. Ну а мы доехали, и сейчас будем уже опробовать на грунтовочке этот мотоцикл.
Ну что, ребята, покатался я и по городу, и здесь, по территории вот этой. Ну, у меня, естественно, сейчас куча эмоций, но все-таки, я думаю, лучше начать прямо сейчас, нежели когда уже отпустит. Вот. Заранее прошу прощения, будет, наверное, много воды, потому что сложно собрать мысли в кучу. Давайте постараюсь последовательно все рассказать, начиная с города. Очень бодрая динамика, понравилась у мотоцикла, очень бодрая динамика, но все равно как-то по ощущениям, как будто бы приходится часто переключать передачи. Вот, особенно какая-то беда на низких передачах. Первая, вторая, прямо вот они очень короткие, и у них вот этот вот диапазон, причем на низах они вообще как-то не очень такие хорошие, а вот чуть подраскрутив, хорошо, здесь тахометр есть, вот, где-то уже начиная там 2500 уже какая-то, ну, какая-то мощность, как это сказать-то правильно, появляется. Вот, то есть приходится, в принципе, переключать частенько. На своем я не замечал такого. То есть, но при этом, вот если, например, я на своем включаю первую скорость, да, и совсем даю чуть-чуть газа, он вот поп-поп-поп-поп-поп, появляется вот какая-то вот такая вот, ну, небольшая недерганность, что ли, ну, вот чувствуется вот эта вот работа поршня, но при этом он хорошо тянет, ты прям чувствуешь, что у него все в порядке с мощностью. То здесь, в самом низу, прям такое ощущение, что он заглохнет. Я, кстати говоря, на нем вот пока ездил, частенько глох. Вот. Но, чуть-чуть подраскрутив, все как бы становится хорошо, и на нем нету этой дерганности. То есть даже в низах, хоть и чувствуется, что он, блин, сейчас вот заглохнет, но какой-то дерганности нет, потому что он все равно как-то даже типа на холостых, получается, как бы пошустрее работает. Вот. В общем, довольно мягко работает мотоцикл. Сидишь на нем выше, естественно, чем на классике. Вот. Соответственно, выше, чем на любом из мотоциклов. И вот эта вот обзорность, она очень нравится. Плюс приподнятые вверх зеркала. Хорошо все осматривается, не нужно взгляд опускать никуда. Все очень хорошо видно. Но по посадке. Вот когда садишься, как мне удобно, вот чтобы моим ногам было удобно. Вот так, чтобы у меня, например, правая нога была всегда на тормозе. Довольно сиденье позволяет сюда сдвинуться и сидеть. Очень удобная посадка. Но появляется какое-то пространство между ног. То есть у него вот в этой части бак очень узкий. И вот ты сидишь, и, блин, ну как-то как на велосипеде, короче говоря. Но удобно ногам. Все, едешь. Но если... И состояние постоянно, знаете, такое, как будто бы ты чуть-чуть должен скатиться. Ну, в принципе, при этом неплохо сидится, руки дотягиваются, все, вот, спина расслаблена, все нормально. Но когда ты садишься туда, куда, я так понимаю, надо, вот на эту вот самую серединочку, вот, то, да, здесь сразу появляется вот этот держак хороший, но ноги уходят в такой какой-то спортивный посадку, носки опускаются вниз, и, соответственно, правая нога уже не на тормозе, а рядом. И чтобы затормозить, тебе нужно сдвинуть чуть-чуть внутрь, нащупать лапку и нажать. Вот, с шифтингом все как бы удобно довольно, здесь нет никаких проблем. Но на этой посадке, вот передняя часть седла, блин, я прошу прощения, но очень жарко, я прям, с меня капает, вы видите, я весь мокрый. Вот эта часть седла, она, получается, давит тебе на пах. Ну, в общем, не очень удобное состояние. А вот здесь вот где-то на серединке сидеть, ну, тут прям очень такое состояние, как будто бы ты сейчас скатишься. Поэтому я сижу в основном вот здесь. Ну, можно и сюда сместиться, но ненадолго, наверное, можно поездить. Но вот это вот состояние давления спереди не очень приятное. При этом очень-очень удобно на нем стоять. То есть вот, мои руки, кисти, они остаются там же. При том, что у меня большой рост, да, 1,83 м, и я спокойненько поднимаюсь, опускаюсь, сюда смещаюсь, сюда приближаюсь. Очень удобно руль держать.
В этом плане вот прям великолепно. Я вставал и едешь, маневрируешь, все очень удобно. При этом ты как бы хорошо его обнимаешь. И вперед можешь двинуться, и здесь, в принципе, хватает всего. Вот, это то, что по посадке. Теперь поехали второй момент. По подножкам. Вот смотрите, здесь подножки, они с резиночкой посерединке и вот с такими зубчиками по краям. Я не знаю, насколько эти зубчики могут что-то зацепить на обуви, потому что резинка, ну, не прям вот продавливается хорошо. Поэтому, скорее всего, будете цепляться за резинку, а если уж она вылетит когда-нибудь, вот, по ощущениям, вот эта часть алюминиевая, то тогда, соответственно, будет держаться. Но зубчики довольно-таки мягкие. Вот. На старом на старой версии они были металлические. Вот как на той стороне лапка тормоза. Шифтер, опять же, ну, такой маленький, в принципе, удобный. Но вот у него довольно большой рычаг, на мой взгляд. Если он за что-то зацепится, сломается. И, наверное, здесь все сломается. Вот, это как бы под вопросом, как находится. Для задних сидений вот такая вот штучка небольшая. Вот, теперь с обратной стороны, что у нас? Смотрим, такие же лапки. И вот лапка тормоза. Вот она хорошо цепляется, причем она утоплена внутрь. Это довольно комфортно. И ноге хватает и места здесь свободно находиться, когда вот я говорил, типа как в спорт-режим, когда такой вот переходишь. Вот. И если нужно на нее тоже наступить, она довольно хорошо за обувь цепляется. В общем, вот это в этом плане мне понравилось. Мне очень понравилось. Теперь смотрите, здесь еще какие хорошие изменения, на мой взгляд. Вот мне этого в моем мотоцикле не хватает, да и в старом Гималайце такого не было. Смотрите, теперь они глушитель убрали за защиту. Видите, даже не то чтобы прям за защиту, это как будто бы у него своя какая-то защита, но тем не менее он идет по низу, то есть он защищает двигатель, и он не торчит сбоку, об него уже ничем не обожжешься, ногой там не заденешь и так далее. Вот, и получается облагородили все там защитой. Не знаю, получится у меня подлезть туда. В общем, защита идет по самому низу. Вот, вообще, одну банку глушителя убрали вот сюда вовнутрь. И вторая маленькая вот здесь выступает. То есть очень стало и в дизайне выглядеть хорошо. Ну и звук, в принципе, не громкий. Ну не скажу, что, кстати говоря, звук у него какой-то приятный. Он такой, какой-то свистящий, пердящий. Ничего интересного. Ну просто звук какой-то есть, но не сильно громкий. Так, по задней подвеске. Вот, конечно, можете посмотреть, я уже ролик записывал, рассказывал. То есть здесь стоит моноамортизатор. Здесь стоит моноамортизатор. Можно видеть, что он немножечко регулируется по жесткости. Здесь вот на серединочке он стоит. Интересно, они там такую качельку сделали. Чем-то похоже, мне кажется, на спортивный такой стиль. Вот. Но не скажу, что мягкий. Не скажу, что мягкий, и ощущается довольно жестко. Ощущается довольно жестко на любой дороге. Хотя не могу сказать, что, опять же, мотоцикл как-то козлит, но продавливается с неохотой. То есть, если сравнивать там с кроссовыми мотоциклами, это просто как будто бы телега, короче говоря, без амортизаторов. Довольно жесткий он такой. Если сидеть на сидушке, то однозначно будет очень некомфортно. Вот. Еще, кстати, такой момент заметил. Когда едешь, постоянные... Ну вот, по дороге едешь, постоянное ощущение того, что вот как будто бы центр тяжести находится довольно высоко. Ты сам сидишь довольно высоко, и центр тяжести где-то находится высоко, и любое твое какое-то движение вправо-влево, оно приводит к тому, что мотоцикл тоже как-то начинает так пошатываться. Не могу сказать, что он там теряет управление или еще что-то, но возникает очень какое-то некомфортное состояние. И даже при том, что ты, например, добавляешь газа, да, обычно мотоцикл очень хорошо выравнивается, когда ты добавляешь газа. То здесь все равно этот момент, он не пропадает как будто бы. Вот. И как бы мне вот это вот очень не понравилось. То
есть вот классики, на нем когда едешь, если ты особенно вот ускоряешься, он прям какой-то бы едет, не знаю, по рельсе по какой-то. А здесь такого нету. Я вот думал, здесь сначала бардачок какой-то они придумали. Вот здесь ключ можно вставить. Но это внутренняя часть со всякими там электроникой и так далее. То есть отсоединяется сначала вот эта маленькая сиденька вот сюда вверх, его убираешь. И потом снимается вот основное седло, и там уже всякие аккумуляторы, блок предохранителей и тому подобное там находится. Вот. Что очень сильно понравилось? Очень сильно понравилось это органы управления. Газ. Здесь газ электронный, не тросиковый уже идет. Очень легко крутится. Потом вот эти вот, они какой-то переделали, что ли. То есть вот этот тормоз и сцепление тоже очень стали мягкие. Тормоз очень отзывчивый, его прям вот легонечко нажимаешь, и все, уже чувствуется реакция. Тормоза вот передние очень хорошие, задние, ну такие, наверное, из 5 баллов можно, не знаю, там 3,5 дать, например, да. То есть тормозит, но не прям вот в пол. Даже если вот прям стараться нагружать заднюю ось, все равно какой-то вот такой вот вялость, короче говоря, присутствует. Теперь по сцеплению. Вот я уже посмотрел сцепление, здесь оно, вот оно. Они его развернули, раньше сцепление, ну не раньше, точнее, сцепление у классика, оно вот сюда как-то повернуто, то есть вот так тросик проходит, а тут тросик сюда проходит. И оно очень мягкое, я прям удивился, насколько мягкое, не знаю, как они сделали. То есть само сцепление очень легко выжимается, и вот эти вот моменты схватывания, они всегда очень плавные. То есть мне вот это понравилось, как оно здесь работает, прям очень приятно. Вот. Потом здесь сильно ничего не поменялось. Тут домой кнопочка, ну то есть управление компьютером. Вот можно, кстати говоря, включить. Очень яркий дисплей. Вот он у вас на экране, наверное, моргает, но так он не моргает. Он прям такой очень сочный. То есть человеческому глазу незаметно. В любую, там, не знаю, солнечную, не солнечную погоду он очень хорошо освещается. И вот единственное, я не знаю, он, интересно, на ночное время он, наверное, в какой-то ночной режим переключается, иначе это как прям фара тебе в глаза. В общем, вот этот момент я не проверю. Сейчас день. Вот, здесь есть такой мульти-джойстик вправо-влево. Вот там можно видеть, он переключает. Вот вниз, значит, Trip 1, Trip 2, Full Range, Full Consumption, что это такое. Аккумулятор заряд показывает, кстати, клевая штука. Температура двигателя. Вот. И есть, получается, джойстик можно еще вдавить, как кнопочку. Я не знаю, там на что, например, на вольтаж. Нет, ничего не меняет. Так, ну то есть вверх-вниз это вот просто основная функция. Посмотрите, теперь домой сверху нажимаем, ничего не работает. С этой стороны у нас есть две кнопки. Сверху аварийку включить, вот она моргает, не моргает. А здесь получается мод. Вот смотрим, это значит режим, как работают ABS, какие варианты есть. ABS on, rear ABS, задние ABS выключены, потом ABS on Eco и Eco ABS выключены. То есть два режима получается основных, это Performance и Eco, и соответственно у каждого из них еще есть возможность отключить ABS на заднем колесе. Вот, опять же, по самому дисплею довольно информативно все. То есть здесь показывает, какие передачи, скорость показывает, тахометр показывает, соответственно, обороты, заполненность бака, сколько там бензина. Ну и тут какая-то информация по ошибкам и одометр. Вот этот мотоцикл прошел всего 500 километров, получается. Вот. Курирует меня тут немножечко на этом корте. Сегодня, в общем, у них пустой день, никто не катается. Ну, и опять же жарко, вечером, говорят, будут кататься, но мне это не нужно. Поехали дальше.
Бак, кстати, выглядит как-то внушительно, и меня вот это вот напрягает. Когда... Ого. Вот это да. На грунте, вот, кстати говоря, на грунте центральная подножка вообще никакая. Она прямо... чуть не упал, блин. Она прямо, получается, очень маленькая и хорошо утопает в грунте. Вот. А боковая подножка, вот если сейчас мотоцикл... Ой, не знаю, получится. Не получится, наверное. Сейчас, подождите. Попробую его столкнуть. Ну-ка. Не знаю, вам видно будет, не видно. В общем, если столкнуть с центральной подножки, вот боковая очень хорошая подножка. Во-первых, она очень легко вынимается, ставится. Прям такая легкая, не знаю, пружины как будто бы меняют свои характеристики в разных положениях. Очень легко ее выдвинуть и очень легко убрать. И когда заваливаешь мотоцикл, очень хорошо держится. Она довольно широкая, такая пологая. Я вот пробовал на любом грунте, даже на склоне, когда ты, как бы получается, на отрицательном склоне, ты ставишь мотоцикл, все равно хорошо держится. Вот это мне понравилось на боковой подножке. А вот центральная подножка, как-то она и ставится очень тяжело, и она утопает. И, в общем, вот с ней у меня было куча проблем везде, где я пытался мотоцикл поставить. Вот что я хотел сказать, чего очень сильно не хватает у этого мотоцикла, это ветровика. Вот то, что у него здесь есть, оно, ну, практически никак не способствует. Наверное, защищает единственную вот эту какую-то панель с приборами от встречных, там, не знаю, дождь, если идет, или еще что-то. Ну, как-то, ну, немножечко он какое-то лобовое сопротивление компенсирует, но, в общем, ощущение не из лучших. То есть хорошо разгоняется мотоцикл. Кстати, я там до 100, то по спидометру это, конечно, 136, по-моему, я разогнался. Это было, так, не соврать бы, 6000 оборотов на 6 скорости. А он крутится до 8. То есть там еще его можно подразогнать, но очень некомфортно уже ехать. По спидометру комфорт заканчивается где-то на 100 км в час. Поэтому я и говорю, что вот этого ветровика хорошего не хватает, потому что начинает сдувать, какая-то вот это вот трепыхание твоей одежды, шум какой-то лишний появляется. Очень вот в этом плане некомфортно. Вот. Потом, вот меня, знаете, какой момент очень сильно волнует? Вот это вот крыло. Какое-то оно, на мой взгляд, странное. Если это эндуробайк, да, и он там, предполагается, ездит по бездорожью, то оно как-то слишком близко, мне кажется, к колесу. Представьте, здесь еще поагрессивнее, если колесо поставить какое-нибудь, типа как вот, типа резиновые шипы такие, да. Вот. Мне кажется, это сыграет дурную роль. Вот здесь вот можно видеть, тут вообще очень близко к краю. Очень близко к краю. Да, здесь какое-то пространство есть, но у меня был такой случай, не у меня, у моего знакомого, кстати. Привет моему знакомому, Валентином зовут. Вот, у него была такая ситуация. Поехали по грязи, и вот сюда накидала с колеса глины. Накидала глины, никто этого не заметил, мотоцикл едет. И когда поехали дальше, вот эта вся забитая глина, она от вращения колеса, получается, начала нагреваться, подсохла и просто превратилась там в камень. И начала просто планомерно стесывать покрышку. Вот. И мне кажется, вот на таких мотоциклах как-то нелогично ставить так близко вот эти вот, как их назвать-то, крылья, короче говоря. Вот. Были бы повыше или какие-то они, ну, повыше, либо стабильно бы они стояли вот где-то повыше, вот как это крыло, например, сделали бы. Это было бы, мне кажется, намного логичней. Вот. А так есть шанс того, что можно встрять вот в такой ситуации.
Потом можно видеть, что здесь у нас перевернута идет вилка. На старой версии она была в обычном положении. Перевернутая, и нету резиновой вот этой гофры, закрывающей. Здесь вот стоят такие сальнички и, соответственно, щитки, которые защищают все это дело. Ну, вроде как в современных тенденциях это норма сейчас идет. И вот они переделали, интересно, шланчик сделали тормозной. Вот, то есть он идет с руля вот сюда, и здесь такой переходной, как бы, как это сказать, патрубок на ту сторону. То есть получается не весь шланг ходит, гуляет, а только вот эта вот часть изогнутая, она вместе с вилкой работает. Вот такое решение. Довольно интересно сделано, но мне нравится. Вот здесь доработали, сделали много вот таких вот крепежей под широкие полосы крепежные. То есть довольно много куда можно зацепиться, много чего можно повесить сверху еще. Вот, но байк, конечно, станет пошире. Кстати говоря, когда в нем едешь, ощущение, что едешь где-то, сидишь, находишься внутри вот этой вот части бака, которые расходятся по сторонам. Они довольно хорошо закрывают ноги и нижнюю часть, как бы, корпуса от потока ветрового. Так, вот еще хотел, кстати, отметить, заднее колесо, оно осталось такое же, как и было. Точнее, диск, радиус остался тот же самый, а вот колесо само стало шире. То есть у 411 оно поуже. Здесь, ну, прям визуально можно видеть, что оно стало шире. Тормоза перед-зад дисковые. Ну, тут, как бы, знаете, на мой взгляд, нет каких-то ноу-хау, да, и даже, наверное, не самых передовых технологий, но сделано все добротно. Нет какого-то ложного ощущения, что вот как ты садишься, например, на такой среднебюджетный китайский мотоцикл, и он такой со стороны, как бы ты на него смотришь сначала, первое мгновение такой думаешь: о, круто, здесь все классно, тут классный какой-то дизайн, тут вот так, сяк. А когда ты начинаешь на нем ездить, ты всматриваешься и понимаешь, что, блин, тут пластик какой-то непонятный, приборная панель, как-то она вот вроде бы дизайн в общих чертах сделан, но в деталях смотришь, что как-то все это аляписто так сделано. Какие-то детали не проработаны, типа там, не знаю, там края какие-то приборной панели или надписи, они какие-то странные. Вот, здесь такого нет. Здесь ты смотришь на все и понимаешь, что оно сделано вот как-то, ну, добротно, короче говоря. Нет ощущения, что ты купил что-то дешевое. Все какие-то детали, они проработаны довольно хорошо. Вот, наверное, в общих чертах все, что я мог рассказать, поделиться об этом мотоцикле, о моих впечатлениях, я поделился. Да, кстати говоря, это я только затронул город. Вот здесь покатался на территории. И на удивление, вот эта вот жесткая подвеска, она довольно хорошо кочечки все обходит. То есть, да, она немножко жестковатая, но у нее нет вот этой какой-то излишней прыгучести после препятствия, да. То есть она довольно хорошо, постоянно колесо прижимает к поверхности. Нету лишней прыгучести, от этого хорошее такое сцепление. Да, желательно на неровностях ехать на ногах, не сидеть на сидушке, но при этом, опять же, стоя на ногах, довольно комфортно на нем находиться. И насколько я понимаю, вот с ребятами общался, кто ездит на гималайцах и кто участвует в каких-то эндуро там мероприятиях, они говорят: блин, мы практически все время находимся на ногах. На сидушке ты практически не сидишь, только там перемещаясь по асфальту. Вот. Исходя из таких соображений, наверное, тогда
в этом плане все в порядке. Опять же, очень хороший держак у мотоцикла, даже вот с этой резиной. Там можно на видео посмотреть будет. Я немножко попытался там его в занос позапускать. Вот. Все довольно предсказуемо. То есть нету такого, что мотоцикл внезапно бац и потерял управление. Все довольно хорошо контролируется. Очень легкий руль на поворачиваемость. Нету, не чувствуется какой-то тяжести в руле. Понятно, что мы там не прям рулем поворачиваем, а переносим вес, да, но тем не менее. И вот когда я немножко поездил по вот там вот, можно видеть всякие кусты, и там такие узенькие тропочки есть. Я вот когда в них поездил, очень хороший угол поворота, у мотоцикла. И прям тебе нужно в какую-то с одной тропки на другую повернуть, и у тебя это все получается с первого раза. Не нужно вот это вот вперед-назад каких-то делать. Очень удобно, на мой взгляд. Моего роста хватает, чтобы вот в нижнем положении, где вот самый такой низ сидушки, вот я спокойно стою на согнутых немножечко ногах. Даже если я их вот под свой зад расположу, они очень так немножечко согнутые. Вот. То есть, мне кажется, очень большому диапазону людей с разным ростом будет комфортно на этом мотоцикле ездить. Вот. Сам по себе он выглядит массивно, но при этом не могу его назвать тяжелым. И вот здесь я смотрю, у него есть, кстати говоря, зарядка, но это Type-C уже. Если в той версии, в моей версии было USB, то здесь уже Type-C. Не знаю, хорошо это или плохо. Сейчас вроде как стандарт уже меняется на Type-C везде, поэтому, наверное, неплохо. Опять же, тут не так много я поездил, в самую грязь я не лез. Понятное дело, что мотоцикл не мой, вот. Но при этом на въезде там я попал в лужу, как бы его немножечко вот так вот по этой всей жиже мотает, но опять же мотоцикл, как сказать, у него такой вот довольно ощутимый диапазон вихляния вот этого, когда ты не чувствуешь, что ты потерял какой-то контроль. То есть, да, он где-то ездит, но при этом, если ты сильно не напрягаешься, не начинаешь паниковать, он сам из этой всей ситуации вылезает. Главное, держи как бы скорость ровно, и все. Ну, не знаю, тут меня профессионалы, я думаю, поправят. Может быть, оно как бы для всех мотоциклов так естественно, но тем не менее, довольно комфортно. Вот в таком, вот можно посмотреть, да, то есть тут что? Суглинок, где-то глина, где-то вот такая земля, типа как ил. Вот, где-то она немножко такая подразмягшая еще от дождей, где-то уже сухая. Ну вот, по таким вещам вполне можно где-то там вот в низинах, например, там еще вода стоит. И это довольно, мотоцикл довольно себя комфортно чувствует в этом пространстве. Вот я на своем езжу, например. Вот я на своем сюда заезжал мотоцикле, да. Пока я вот отсюда приехал, там как такая трава немножко упавшая, я уже нацеплял везде, у меня зацепилась трава, уже меня всего обхлестало. Здесь на нем сидишь, он как-то сделан так вот. Во-первых, тебя трава вообще никак не касается, и он сам ничего не цепляет. Вот я сколько тут ездил, ни одной травинки к нему не прилипло нигде. Мой же нацеплял везде. Вот, то есть на этом мотоцикле здесь намного комфортней. Для какого-то бездорожья, опять же, зависит, наверное, от профессионализма водителя, он вполне подходит. Вот. И для дальних поездок, единственное, вот поменять ветровик. Но судя по тому, что у него есть вот такое крепление, поменять, я думаю, его чисто теоретически можно, и он должен быть, мне кажется. Потому что иначе межгорода ехать не супер комфортно. Хотелось бы что-то более комфортное. Вот, в базовом исполнении
Это опять же, наверное, там 90 км в час надо будет ехать на нем. Но это будет комфортный 90 км в час. Он их как бы хорошо держит, быстро набирает до него скорость. Вот. В общем, как-то так. Никаких таких вот прям плохих моментов не могу сказать. Ну, наверное, отметить, если сфокусироваться. То есть нет никакого негатива по этому мотоциклу. Единственный момент, вот я сказал, что когда ты на нем едешь по дороге, ну, по асфальту, есть такое ощущение какое-то, как будто бы у тебя центр тяжести находится слишком высоко. Мне от этого как-то было немножко дискомфортно. Это раз. И второе, это вот первая, вторая передача, они какие-то очень коротенькие и какие-то слабые, что ли. То есть их нужно обязательно как-то крутить, какие-то обороты на них такие приличные держать. Тогда они, в них чувствуется динамика. В остальных они какие-то чахлые, такие где того заглохнет. В общем, мне вот это вот не очень понравилось. Несмотря на его вот этот вот размер, он довольно широкий за счет вот этих дуг. Ну, довольно комфортно передвигаться в потоке. Нет ощущения, что как-то некомфортно. И за счет его высоты руль и вот зеркала, они не пересекаются с зеркалами у автомобиля. Это очень приятно, это очень удобно. Можно залезть даже в узкие какие-то междурядья. Вот в целом, наверное, все, что я вам хотел об этом мотоцикле рассказать. Надеюсь, что я все, что хотел рассказать, рассказал. Думаю, ничего не забыл. Я вот так пробегаюсь по памяти. Вот. Все остальное, наверное, добавлю в комментариях. Я думаю, в комментариях что-то будет, какой-то диалог. Огромное спасибо за просмотр. Кто досмотрел до конца, особый вам респект. Вот. Пишите, что по поводу этого думаете. Ставьте свои эмоции, лайки, дизлайки. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Вот. Все обзоры, вот, ребят, все обзоры я делаю исключительно по вашей просьбе. Потому что не знаю, у меня, может быть, может быть, это можно назвать какой-то низкой самооценкой, да, я не знаю. Кого-то это не колбасит нифига. Но я не считаю себя каким-то спецом и профессионалом, просто в силу того, что вот люди мне сказали, что нет никакой информации, и Стас, раз у тебя такая есть возможность, ну делай какую-то информацию, обзоры, нам будет понятней, что из себя представляют эти мотоциклы, я поэтому это делаю. Вот. Мне с этого как бы ничего вообще не перепадает, исключительно для вашего пользования, для вашей пользы. Вот. Какие-то наверняка моменты забыл, но они у меня в голове отложились из-за того, что я этот транспорт сам попробовал. Поэтому пишите в комментариях, какие моменты я упустил. Прямо в комментариях я вам отвечу уже конкретно по вашим вопросам. Спасибо огромное за просмотр. И да, добавляйтесь в телеграм-канал. Можно будет и там пообщаться, попроще уже будет. В общем, на связи. Всем хороших покатух. Хотя, я так понимаю, в России сезон закончился. Ну, кто-то меняет колеса на гусеницы с лыжей и продолжает катать дальше. В общем, мирного неба над головой и всем хороших покатух. Пока-пока. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone